Видео специально построено таким образом, чтобы очернить Россию. И улыбка происходит вот от такой вот затюканной позы. Карандаш разместить в зубах таким вот образом. Я кого-нибудь зарежу. Начнем. Иностранцы частенько удивляются, а почему мы, русские, такие неулыбчивые? Ведь подарить кому-то свою улыбку — это так просто и естественно. В чем же дело? Что же это мы правда не улыбаемся? Чего не улыбаемся-то, бля? Как это уже бывало, маленький опрос в начале. Это вопрос из тестирования, которое рассылалось студентам из США, Великобритании, Германии и матушки России. Ситуация, в общем, такая. Ты где-то в общественном месте, на остановке, в транспорте, возле лифта, и тут ты пересекаешься взглядом с незнакомцем или незнакомкой. Твои действия. Улыбнусь и отведу взгляд, сразу отведу взгляд. Посмотрю ей или ему в глаза, а потом отведу взгляд. И четвертый вариант, его не было. Ну, пусть будет этот. Итак, как когда-то это уже было, предлагаю тебе поставить видео на паузу, смоделировать эту ситуацию у себя в голове и честно ответить в комментариях на вопрос. Важно, что честно, потому что опрос — это ужасно несовершенный механизм получения информации, поэтому вся надежда на твое чистосердечие. Я буду искренен. Участников оригинального тестирования на основе их ответов можно поделить на две группы. В первой группе вариант А предпочли 90% опрошенных, а вот во второй группе чуть поменьше, 15. Как говорится, угадай страну по ответам. Так, почему мы такие неулыбчивые? Правда, кто-то из вас может совершенно резонно переиначить мой вопрос и спросить, а сфига ли это американцы такие улыбчивые? Есть мнение, что феномен знаменитой американской улыбки можно объяснить как минимум двумя факторами. Первое. Американская культура — это так называемый плавильный котел, множество национальностей и различных культур, собравшиеся в одном месте. И всем этим понаехавшим разноязыковым национальностям нужно было как-то между собой договариваться. Улыбка служила отличным универсальным выразителем миролюбивых намерений. Ну а как по-другому? В 16-17 веках Google переводчик не всегда был под рукой. Второе, и это уже относится не только к США, как ты понимаешь, капитализм, при котором улыбка становится не просто уже символом успеха, но и обязательным условием для трудоустройства. В конце прошлого века в психологии даже отливается понятие эмоционального труда. Это труд, с которым имеют дело работники общепита, стюардессы, администраторы на ресепшене и так далее. Улыбка превращается в неотъемлемую часть сервиса, в конкурентное преимущество. Ведь наверняка ты пойдешь в то заведение, где тебе улыбаются и, по-видимому, рады, а не туда, где кислая мина официанта не предвещает ничего хорошего, кроме плевка в суп. Поэтому первое, что приходит на ум, когда пытаешься объяснить причины расхождения России и Запада в вопросе улыбки, это капитализм и коммерциализацию улыбки. Капитализм в России — это относительно юное явление, и здесь продающая улыбка еще не успела закрепиться в качестве рефлекса. Но это, конечно же, лишь поверхностный уровень объяснения, потому что у нас в России отличается именно отношение к улыбке и улыбающемуся человеку. Вообще улыбка — это хорошо. Улыбающиеся люди воспринимаются как более дружелюбные, счастливые, успешные и более привлекательные. Правда, последнее относится далеко не ко всем. Ученые выявили довольно обширную группу людей, которым не улыбаться идет больше, чем улыбаться. А вот входишь ли ты в эту группу, узнаешь чуть позже. И в целом отношение к улыбке как к чему-то исключительно положительному далеко не универсально. В частности, ученые обнаружили связь между отношением к улыбающемуся человеку и индексом избегания неопределенности в культуре. Что же это такое индекс избегания неопределенности, спросишь ты меня? А я тебе отвечу, что индекс избегания неопределенности — это такая универсальная характеристика, выражающаяся в том, насколько представители той или иной культуры стараются исключить из своей жизни различные ситуации неясности и неопределенности, и в целом, насколько спокойно они уживаются с пониманием тотальной непредсказуемости будущего. Индекс избегания неопределенности варьируется от культуры к культуре. Где-то люди чувствуют себя достаточно раскованно даже в непривычных и непредсказуемых ситуациях, а в других культурах испытывают тревогу и стремятся максимально минимизировать долю случайного и неясного вокруг себя. Для этого они прибегают к разного рода формальностям, протоколам поведения, следуют традициям и верованиям. Такие общества, как правило, имеют изощренную бюрократическую систему. Там ярче выражена нетерпимость к инакомыслию, девиантному поведению и представителям других культур. Также выше общий уровень тревожности и агрессии.
в обществах с высоким уровнем избегания неопределенности улыбка – это не всегда просто улыбка, не всегда исключительно показатель дружелюбия и радости. Это еще может быть, да, все что угодно. Ну, скажем, тебе улыбнулась девушка, а ты теперь стоишь и гадаешь, то ли у тебя зубная паста на щеке, то ли ширинка расстегнута. А если у тебя все в порядке и причин над тобой зубоскалить нет, то значит это она. У России, да, впрочем, как и у Беларуси, Украины и Казахстана, как ты мог уже догадаться, значение индекса избегания неопределенности относительно высокое. И россияне как раз значительно ниже оценивают интеллект улыбающегося человека. Дядя Петя, ты дурак? По сравнению с представителями тех стран, чей индекс избегания неопределенности не дотягивает до нашего. Но это еще не все. Есть кое-что еще, что подрывает нашу веру в улыбку. И это то, чего в нашей стране, прямо скажем, предостаточно. Я бы сказал, это показатель, по которому мы находимся в жопе. Это коррупция. Обосновались мы там глубже, чем, например, Киргизия. Я сейчас зачитываю страны из списка стран по индексу восприятия коррупции. Называю наших ближайших соседей. Они находятся над нами, то есть у них ситуация благоприятнее, чем у нас. Итак, Киргизия, Мьянма, блядь. Это вообще где? Нет, я, конечно, понимаю, что у меня всегда были напряженные отношения с географией, но Мьянма – это явно не какая-то передовая держава, не так ли? Но зато по уровню коррупции мы ее обошли. Так держать. Итак, что у нас там еще? Мьянма, Мексика, Иран, а потом только Россия. А, еще вот на 7 строчек выше нас Гондурас. Предвижу, что найдется кто-то, кто обязательно скажет, что видео специально построено таким образом, чтобы очернить Россию. И этот рейтинг мы вытащили наружу, как грязное белье, вот только с этой целью. Отвечаю на эту потенциальную претензию. Вы чего? Совсем еб... Все, я спокоен. Отвечаю на эту претензию цивилизованно и корректно в духе канала ЧД. Давайте, друзья, с вами прибегнем к такой аналогии. Представьте, что где-то недалеко от вашего дома разгорелся пожар. Большой пожар, опасный. Вы тоже будете об этом молчать, опасаясь, что новость об этом пожаре очернит ваш дом, то место, где вы живете. Нет, вы будете кричать об этом во всеуслышание. То же самое и с этой проблемой, то же самое и с рейтингом. Россию очерняет не сам рейтинг, конечно, и даже не место в нем. Россию очерняют люди и структуры, которые выстроили такую систему, в которой коррупция – это цемент, на котором все держится. Или, если угодно, смазка, без которой шестеренки уже не приходят в движение. Ее очерняют те, кто берут и дают, но уж точно не те, кто говорит об этой проблеме. Коррупция не только делает граждан беднее и бесправней, она еще, оказывается, дискредитирует улыбку. Чем выше уровень коррупции в стране, тем меньше доверия люди испытывают к улыбке. В коррумпированных обществах граждане часто сталкиваются с несправедливостью и обманом, поэтому испытывают скепсис в отношении положительных намерений других людей. И вместо дружелюбия и радости на лице улыбающегося человека они видят хитрость, наглость, попытку втереться в доверие. А если этот человек не собирается меня обманывать, то значит, он уже меня как-то наебал. Ну, что это мы в самом деле все о России, да о наших проблемах. Вернемся к США. Около 20 лет назад в Америке вспыхнул новый тренд – позитивная психология. И сравнительно недавно докатился до нас. С ее лозунгами ты наверняка знаком. Мысли позитивно, позволь себе быть счастливым, радуйся даже малому. И при всем моем скепсисе к этому направлению с некоторыми положениями позитивной психологии нельзя не согласиться. Например, с тем, что приподнятое настроение способствует личностному росту, субъективному ощущению счастья, установке и поддержанию социальных связей. И даже с тем, что иногда напускная радость способна вызвать соответствующую неподдельную эмоцию. Широко известен эксперимент с карандашами 1998 года, результаты которого совсем недавно, в 2018 году, повторно воспроизвели. Суть этого эксперимента в следующем. Для демонстрации мне понадобится карандашик. А вот и карандашик. Если карандаш разместить в зубах вот таким вот образом, то тем самым, активировав
активировав мускулатуру, вовлеченную в формирование улыбки, мы действительно можем обмануть мозг и испытать более радостное настроение. А красивая и, конечно же, здоровая улыбка действительно делает себя привлекательней. Даже в тех странах, где она дискредитирована всякими жуликами и где температурный режим не всегда благоприятствует сокращению лицевой мускулатуры. Правда, если ты парень, то тебя это касается в меньшей степени, а вот твоя хмурая физиономия действительно может кого-то охмурить, ну, как минимум поклонниц «Сумерек». В одном эксперименте женщинам и мужчинам предлагалось оценить привлекательность представителей противоположного пола по фотографии. Мужчины чаще указывали улыбающихся девушек как более привлекательных, а вот девушки больше предпочитали мужчин с самоуверенным или задумчивым видом. Если с улыбкой, то весьма сдержанной, а не с легкомысленной улыбой. Ученые объясняют эти результаты следующим образом. По одной из версий, улыбка происходит вот от такой вот затюканной позы, когда вот-вот прилетит по мордасам, и весь твой вид — это защитная стойка, который выражает покорность и как бы говорит: может, не надо? А покорность и подчиненность на сексуально-биологическом уровне больше ассоциируются с женским полом, когда как власть и доминирование принято соотносить с мужским поведением. Поэтому, если ты собрался навести шороху в Тиндере, лучше выставляй фотки с хлебальником посерьезней. Но если уж за что критиковать позитивную психологию, то, конечно, за дискриминацию отрицательных эмоций. Позитивная психология, по крайней мере в ее массовой попсовой интерпретации, говорит о том, что необходимо постоянно переключать себя на волну оптимизма и хорошего настроения, а человека, который, не дай бог, впал в меланхолию, нужно поскорее из нее вытащить, настучать ему по щекам и заставить веселиться. Вот только и слышно, что... Ты можешь стать немного веселей? Слушай, где твоя улыбка? Че ты такой серьезный? Хорошего настроения и здоровья. Ой, а расскажи что-нибудь веселое. А почему веселое? Давай я расскажу что-нибудь грустное. Я для этого как раз целый YouTube-канал завел. ЧД называется. Ну да, название так себе, не особо выдающееся, на больше фантазии не хватило. Но это не означает, что на него не надо подписываться. Люди, как правило, ну правда, как мы поймем чуть позже, не все, шарахаются от проявления печали, как от заразы. Стараются заглушить ее сериальчиками, мемчиками, пустопорожним трепом. В антиутопию «О дивный новый мир» жители этого прекрасного будущего при малейшем веянии плохого настроения закидываются синтетическим наркотиком сомой. А государственная политика только поощряет такой способ расслабиться, потому что меланхолия вызывает ненужные размышления и вопросы. Веселый человек поверхностен, а грустный критически настроен и въедлив. Улыбка — это, конечно, круто, кто же спорить будет. Но вот выкорчевывание из себя любого намека на меланхолию, жесткий курс на запрет любых негативных эмоций тоже не сулит ничего хорошего. Я встречал таких людей, которые дали себе установку излучать только положительные эмоции и ни за что на свете не унывать. Вроде бы молодцы, держат хвост с пистолетом, но спустя время в их компании становится жутко, потому что их безупречная жизнерадостность отдает чем-то противоестественным и неорганическим. Как знаешь, те роботы, которых задумали похожими на человека, но самую малость не дотянули в сходстве и получили зловещую долину. Печаль всегда связана с погруженностью в себя, с рефлексией, с интеграцией пережитого опыта в персональную картину мира, с определением своего места на карте бытия. Без этой фазы невозможно становление полноценной личности, за которой так ратует позитивная психология. Более того, в разумных дозах, разумеется, правда, когда это мы знали меру, печаль — это очень ресурсное и продуктивное состояние. Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи, заботливо говорила Лили Брик про Маяковского. Если ты занимаешься творчеством, то ты сейчас поймешь, о чем я. Пока горизонт твоей жизни абсолютно безоблачен, очень трудно поймать вдохновение. Обязательно нужен некий скол, рябь, нарушение баланса, чтобы творческие процессы пришли в движение. И так во всем. Неудовлетворенность — вот что заставляет двигаться тебя из удручающей точки А в многообещающую точку Б, где все будет по-другому. Вот с чем, а с печалью, а лучше сказать с тоской, в России никогда не было проблем. Такое ощущение, что ее сюда завозят оптом, вместе со снегом и вороватыми чиновниками. А вы только почитайте наших писателей или поэтов, для начала хотя бы тех произведений, которых проходят в школе. Ну, давайте какой-нибудь пример нам на обозрение. Возьмем кого-нибудь, конечно же, Есенина Сергея Александровича, и откроем случайную страницу и прочитаем первые строки, которые здесь увидим. «Я одну мечту
скрывая нежу, что я сердцем чист, ну и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по ветряному свею, по тому ль песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску. Нет, вы скажете, это какое-то больно мрачное. Ну, давайте откроем что-нибудь другое. Например, вот это. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. Я знаю это стихотворение, я знаю, чем оно закончится. Я даже не буду дочитывать. Извините, Сергей Александрович, мне еще выпуск доснимать. А музыка? О чем поют студенты нашей необъятной родины, когда собираются с гитарой? Ну, вот эти юноши и девушки, проживающие самую волшебную и беззаботную пору своей жизни. Конечно, о том, что... Может, я, конечно, не прав, и нет у нас никакого особого отношения к печали, а просто это мне так хочется. А улыбаемся мы редко, потому что только искренне это умеем делать. А улыбаться вне дома, на остановке, в минус 15 поводов, скажем, прямо не очень много. Но если я все же прав, и печаль играет особую роль в нашей культуре, это можно объяснить схлестыванием множества факторов, таких как тяжелый, местами травмирующий исторический опыт, преимущественно, мягко скажем, некурортный климат, рост цен на гречку, бездорожье, однотипная панельная застройка, понурые березки и размах территорий. Но не это главное. Тоска. Одно из центральных понятий русской культуры и русского самосознания, не имеющее прямых эквивалентов в других языках. Оно родственно еще одному, не менее всеобъемлющему слову «тщетность». И все эти вышеперечисленные факторы выливаются в острое, почти непроходящее ощущение тщетности. Такие пространства, что хоть кричи, хоть не кричи, никто не услышит и не придет. Такая дистанция власти, что ты оттуда со своими муравьиными проблемами просто не существуешь. А уж о том, чтобы твое мнение могло на что-то повлиять, даже думать забудь. Такое расстояние до весны, что кажется, что она и выдумка вовсе и никогда не наступит. И вот идет этот человечек под небом цвета измочаленной тряпки. Оно в этих краях постоянно такое. Прячет голову в воротник от холода, скользит, поскальзывается или стоит на балконе своей панельки, окруженной еще сотней таких же, как она, наштампованных близнецов, курит, думает о чем-то своем, выбрасывает окурок, возвращается в комнату, заходит на YouTube, там наталкивается на видео на тему «Почему русские не улыбаются?» и зачем-то смотрит его до конца.